Международный день борьбы с гомофобией в Грузии отметили масштабными погромами. С утра на центральном проспекте столицы страны Тбилиси собрались тысячи людей, выступающих против акций в поддержку прав сексуальных меньшинств. Об особенностях борьбы с гомофобией в Грузии Екатерина Кутрикадзе. 20 пострадавших. Большинство, в том числе 5 полицейских, доставлены в больницу. В Грузии во Всемирный день борьбы с гомофобией серьезно досталось защитникам ЛГБТ-движения. Количество участников так называемой контр-акции в сотни раз превышало по численности собравшихся в центре Тбилиси защитников прав сексуальных меньшинств. С ночи на проспекте Руставели мобилизовались тысячи агрессивно настроенных людей, в основном православное духовенство, паства и представители общественных организаций. Священники заявили, что не допустят разгула безнравственности в Грузии. Это недопустимо, особенно сегодня. Это спланировано определенными силами, чтобы испытать на прочность наше терпение, заставить нас совершить ошибку и таким образом добиться своих целей. Стражи порядка не смогли или не захотели сдержать натиск разгоряченной толпы. Противники ЛГБТ-движения, возглавляемые церковниками, вооруженными предметами домашнего обихода, без труда прорвали полицейский кордон и буквально смели немногочисленных борцов за либеральные ценности. Чуть не досталось и дипломатам. За автомобилем исполняющей обязанности посла США в Грузии Бриджит Бринк, которая посетила акцию ЛГБТ, погнались агрессивно настроенные молодые люди, вероятно, приняв ее за сторонницу НПО «Идентичность». Именно эта организация координировала сегодняшнее мероприятие. Последнюю грузинские борцы за моральные устои считают агентом иностранного влияния, причем влияния крайне негативного. Мы все, кто собрались здесь, категорически против подобных акций, которые абсолютно несовместимы с грузинской моралью и традициями. Организаторы получают финансовую поддержку от некоторых зарубежных структур и пытаются разрушить наши ценности. Очень хорошо оцениваю события, что против смертельных грехов содомских и гоморских поднялся весь народ, весь город. И даже вот мы тоже решили, вот посмотрите, вот эти места Писания, которые осуждают, осуждают грех содомский и гоморский. Накануне патриарх Грузинской православной церкви Илья II призвал мэрию Тбилиси отменить акцию секс-меньшинств, утверждая, что ее целью является, цитата, «не решение проблемы этих людей, а спекуляция этой темой». Конец цитаты. Однако городские власти ему отказали. Мэрия назвала проведение митинга конституционным правом граждан. Сегодня в Грузии спорят до хрипоты. Для многих расправа над ЛГБТ-движением стала признаком позорного ухода страны в мрачное средневековье. Другие требуют уважать культуру и традиции кавказского государства. В любом случае, откровенная гомофобия вряд ли будет способствовать дальнейшей интеграции Грузии в европейское сообщество. В Тбилиси с долей сарказма отмечают, если бы в 2008 году, во время войны, брутальные грузинские мужчины столь же рьяно защищали территориальную целостность страны, то сегодня Абхазия и Южная Осетия не назывались потерянными территориями. Впрочем, Грузия не единственная страна, где сильны гомофобские настроения. Итоги масштабного опроса, проведенного в Европе, неутешительны для сексуальных меньшинств. Четверть представителей ЛГБТ-движения, принявших участие в опросе в странах ЕС, в последние 5 лет либо становились жертвами нападений, либо подвергались угрозам расправы. Екатерина Кутрикадзе, Владимир Унанянц, Тбилиси, RTVI.